пока-пока. Симпатичный город. Входим на Батайск. Да, наверное, Батайское кольцо это опасно, это зацепим. Ну как опасно? И там БДДшники что всех караулят, дежурят. Я, если честно, уже много раз через него проезжал, но не помню как. И на Таганрог. Помнишь, мы, кстати, вот по этой объездной Ростова ехали, и нам так понравилось, там разметка даже светилась. Да. Что-то так классно было, мы так удивлены были, потому что первый раз такую интересную штуку увидели. А ночью-то классно, когда не освещена трасса, например, а у тебя подсветка полос. Это круто. Мы, получается, на Таганрог поехали, не на Батайск. Ну, из Батайска все равно всем люди, огромный привет. А Батайское кольцо, наверное, где-то там. Ох, уже не помню. Мы по объездной поехали Ростова. Тут смотришь и видишь, что Ростов-то на самом деле огромный. Ростов-на-Дону большой город, а мы какую-то капельку проехали всего. Западное шоссе показывает. По западному шоссе идем. А это у нас что? Да, западное. Слушай, скошенной травкой пахнет. Приятненько. Так, а что нам куда-то? А, нам на Азов, не на Таганрог, точно. Приятный запах. Прям проехать там, где мы ночью проезжали, теперь днем. Очень интересно. Тут тоже трасса достаточно широкая, с раздельным движением. Азов 19 есть, 175, кстати, мимо ЕСК проедем. Можно, кстати, на ЕС заехать, показать тебе курортный город. Как вариант. Что нам торопиться, блин, я вообще не знаю. Ну хотя заселиться, винчика взять, да, расслабончик. Мяска взять, приготовить. Что, блин, заправился от нефтью, и машина по-другому поехала, легче намного, я что-то удивился. 95-м. Я просто на АвтоСНЗ же эксперимент провожу. Я разными бензинами 95-ми заправляюсь. Что-то пока как-то тот нефть лучше. Либо это после вчерашнего Лукойла Экта, который прочистил мне систему. Они же, как говорят, Экта типа очищает систему топливную. Еще раз увидели, я сейчас птицу заснять не успел. Типа цезарки, что ли, с каким-то хохолком, да, наверху? Нет. И что она тут делает на трассе, не понимаю. Дикие цезарки, что ли, какие-то есть. Кстати, дорога хорошая, пока вот едем до Азова. Ровненькая трасса, раздельная, по две полосы с каждой стороны. Улет захотели, но что-то Ролина, он сейчас ищет заправки. По этой стороне как-то нету, говорит, Азова. Что-то нашла, но это ближе уже к Азову, да? А, в Азове? Нет, там будет поворот, и мы от Азова едем. А, даже за Азовом, что ли? Да. Ничего себе. По трассе по этой именно получается, нет что-то заправочки. Ну ладно. Дотерпим. Это все клубничка вчерашняя. И кофе сегодняшний. Клубничка вообще мочеконная, мы вообще в шоке. Ну, полезная, значит. Чего? Второй линейный период, то есть по цифрам все. Угу. Ну это может не Азов, это может сады какие-то, нет? Знаю, 21-й. Линейный период. Интересно. Так, съезжаем на другую трассу. Найдем в туалет, надо сходить, окна, стекла все протереть, тут не могу, он вроде надо. Ну, я этой специальной штукой, губкой протер, а насухо не сделал, тряпочкой получается. Ну, бумажной, полотенцами разводы остались. Надо переделать. Лобовое это более-менее, конечно, чистое. Навигатор показывает улицу Победы. Великоросс, что-то без магазина, заправка. Что-то не пойму, либо в Азов мы едем, либо куда. Что это за трасса такая? Дорога улучшилась, где пешеходные переходы. Переходные пешеходы. 8,60 и камеры стоят. Ну, сказанул, Дэн.
Елизаветы Ильича. О как. Река Кагальник. Заезжаем в населенный пункт Пешково. Всем привет отсюда. 60 ограничения. Коттеджики в начале одинаковые такие. А, это мотели, всякие отели, закусочные и так далее. Как мы ее называем, полезная инфраструктура. Лимонадики. Я заметил эти киосочки с лимонадиком, тут прям популярны. Фуры спят, усталые игрушки. Симпатичный домик. Там у него Пятерочка, магазин зелененький. Выехали из Пешкова, едем дальше, чем ждем заправку появления. Сельское хозяйство местное. КамАЗики старые, эти пыхтящие на М4, дымящие. Зеленые поля. Вот, кстати, что такое? Это же пшеница, мне кажется, посажена. Что еще может зеленая? Кукуруза быть, да? Но это точно не кукуруза. Не кукуруза это? Пшеница, скорее всего. Или пшеница. Ну вот как-то непонятно, а что это тогда такое. Ваши предположения, господа? Дорога стала узкая, просто двухполоска, но хорошего качества. Да, здесь что-то типа свеклы или капусты. Не, мне кажется, свекла. Ну, на скорости фиг поймешь. Свекла, думаешь? Ну, Да. может быть, да. И поливалка. Такая широкая. А чем ее возят? Трактор, что ли, посередине где-то цепляет, везет, наверное, поливает. Даже Там колеса. несколько тракторов. Смотри, вот с этой стороны. А, может, несколько тракторов одновременно. А, так вот, Они, да. смотри, по бокам у них с Ага. моторчиком. То есть она просто по полю едет и поливает. Вообще классное решение. Ребят, лайк за это, да? Да. Вообще так радостно, когда едешь, смотришь, все поля там засеяны и так далее. Опять маки были? Да, по обочине. Цветочки маков иногда тут появляются красивые. Видели, ребят, маки. Родине захотелось их посмотреть. И вот подъехали поближе. Тут поворот был, остановились. Ну да, красиво смотрится. А их нюхать можно? Нюхать можно? Нюхни. Сейчас такая, как в фильме «Маска». Ха! Привет! Мне хорошо! Давай! Да? Они же типа это... Да нет, у них бутоны же что-то содержали, какой-то мак. Который наркотический, этот-то вроде нет. Чики, огурчики растут. Гей, Кугей. Привет всем из Кугей. Новомирский. Родина уже пляшет в машине. Отель, кафе. Блин, ну что, поворачивает, что ли? Я не пойму. Или что он делает? У него поворотник не показывает, ладно, ничего. Или не работает. У полуприцепа. Огурчики снова, огурчики. Сейчас хорошая тема. Есть ли тут туалет? Значит, сюда поворачивать? Нету тут туалета. Нету тут туалета. Едем дальше. Так что видите, в плане заправок туалета здесь беда на этой трассе. 100 дорога новая. Но мы заранее вроде сходили перед выездом, но опять что-то клубничка, видимо, вчерашняя играет. Мы же ее вчера прям доедали, давились. А, и то не доели, да? Пипец. Мы вчера оба такие разговариваем, говорим, что уже клубники не хотим более. Хотя черешню все равно куплю, поем. Черешни я еще хочу. Вы терпели, но есть тут такие вот своротики. Вот это, по-моему, капуста, да, ряд, если я не ошибаюсь? Блин, мусор дофига.
люди. Мы свиньи, надо это осознать и перестать. Новое асфальтовое покрытие такое прям мягенькое, машина мягко идет. И бесшумно, тут колес не слышно. Заправочка, к которой мы ехали. Тут что-то магазин, кстати, есть, но не знаю, туалет есть, нет. Что-то как-то не видно. Мотель рядом есть. Шиномонтажка. Автостоянка. Куда-то мы въезжаем. Полтава. Угу. С Полтава, небольшой населенный пункт. Дорога классная. О, нифига, патриоты здесь чумазы. Равнина, без горок, всяких уклонов, наклонов. Поля повсюду. Ну, судя по знакам. А, ну это аварийный участок, я думал, ремонт. Прямая, без поворотов. Там гонять можно, но тихонько едем. Вот мы здесь ехали, я не помню, плохая или нехорошая дорога была, но в общем кладут новый асфальт. И это хорошо. Техника всякая стоит. О, нифига, тут всяких насадочек, вон, комбайны. Видно, что свеженькие. Класс. Ладно, деревья побелены, смотри, столбы побелены. Значит, напоминаю, сегодня у нас июнь, 5 июня 2023 года. Кто вдруг это видео смотрит, предыдущий не видел. Едем мы на юг. Пока едем мы станица Голубицкая. Далее на светофоре реверсивное движение, ремонт. Стояли 10-15 минут, тронулись. Дорожку делают, чтобы мы катались с удовольствием. Самое интересное, что дальше дорога хорошая. Либо ее до этого сделали, либо просто там участок испортился, что ли. Его меняют. Дорога настолько такая прям ровная, плавная, ну, с плавными поворотами имеется в виду, что прям усыпляет. Можно ведь верниться и спереди. Ну, это после светофора. Краснодарский край въехали. Всем привет отсюда. ДПС, там знак контроль. И обязательно надо остановиться, иначе штраф будет. Вот это себе прям отметьте. Вон, видите, стоп-контроль. Обязательно. Вот, и так все вот сейчас останавливаются там. Я не знаю, за сколько штраф за это. Ну, пишите, если кто знает. Потом в интернете посмотрим. Но тут штрафуют. Гейцы тут стоят все, да. Кого-то задержали. Это, видимо, капусточка тут. А хотя, может, свеколка все-таки. Уже большая здесь. Наверняка говорит, это подсолнухи вообще. Ну, может быть, может быть. Ты из деревни же. А я-то нет. Ну ладно. Привет из Староминской. Мы по объездной проедем. С объездной есть указатели на улице. Видите, с названием. То есть кто без навигатора едет, может так ориентироваться. Например, надо на улицу Кирова. О, значит, здесь надо поворачивать. Удобно сделано. Жаль, еще виноград не поспел. В августе он будет только. Его даже не хочется пока. Есть черешня. Черешня, да. Будешь? Не, пока не хочу. А, вот Ейск появился. 57 километров до Ейска. Тимошевск, Краснодар. Ага. Окей. Мак на обочине. Так, уходим направо. Че, КамАЗики тоже с нами туда, спереди-то. Смотри, табличка Крымский мост, 356 км. Перекресточки инфраструктура, Роснефть, 48, 20, 92. И что там? 53, 15, 95. Shell, 92, 50, 90, 95, 55, 90. Есть столовая. Есть стоянка.
Ейск прямо, до Ейска 54 километра. Представляешь? Что, не поедем тогда? Нет, не хочешь, что ли? Зато смотри, как тут красиво, какие деревца. Тик-тик-тик. Выступаем дорогу. Красота. Не поехали в Ейск. Я что-то думал ближе. Тут лишние сейчас 110 километров. Не хочется. Хочется отдохнуть, разгрузиться с дороги. И потом, возможно, в сочельник поехать съездить. Так что едем до Голубицкой. 278 километров. Примерно в час дня будем. Интересно, Ейск. Мы ездили туда. Не помню, какой, 19-й, что ли, год. Да. Видео все на канале есть подробно. Там пляж, где отдыхали. Где фрукты покупали и так далее. И сама поездка до него. И обратно. Приеду в город, вернусь под этим видео. Там ссылочку на поездку в Ейск сделаю. Главное не забыть, если что, напомните. Бутылка кваса. Староминского. Тут классно оформлено. В асфальте лежит, знаете, едете, звук колес такой, как будто это, так, как будто лангольеры нападают. Так интересно. Кто смотрел фильм «Лангольеры»? Ставьте плюсик, вот такой же звук. Какой же ремонт без светофора, без реверсивного движения. И минут простояли. Это кусками асфальт тут вырезан. Татнефть. Что-то какой-то ценник там непонятно, 96,89 цена, табло, видимо, сломано. Я аж в шоке был. Она пшеничка-то, наверное, да. Желтая. До железной дороги едем. Слева пути. Каневский район. Придорожка, извиняюсь, сразу. Хотел вам еще, ребят, сказать, что в связи со сложившейся ситуацией, да, и где мы находимся, что рядом граница, как боевые действия, то решил не снимать различную промышленность, потом, значит, нефтебазы и так далее, дабы не давать координат, да, грубо говоря, для различных органов не наших, которые используют там беспилотники и все такое. Раньше, как помните, мы все снимали, все подробненько искали, что это такое и так далее. Заправка Лукойл. Так, 92, 50, 82, 95, 55, 98. Водоем красивый. Солнышко блестит. Река Албаши. Касается еды, ребят, знаете, к такому выводу я пришел вот по опыту сейчас нашему. Вот если ехать без перекусов всяких, в принципе есть не хочется, да, но мы решили в этот раз без перекусов ездить, то вот к вечеру там или когда там в обед захотели поесть, заезжаем в магазин, берем, что хотим. Единственное, вчера с рыбой переборщили, поэтому часть рыбы выбросили, иначе ее в машине нельзя хранить. Глаза голодные были. А так курочкой нам бы вполне хватило, потому что помидорчики еще были, лучок. Вот, берем, что хочется, да, и кушаем. Дальше наперед на дорогу опять ничего не берем. Вот мы сейчас едем, у нас, по-моему, там что-то арахис или орешек чуть осталось, и чуть-чуть черешни. Ну, то, что можно перевезти. И все, и не запариваемся, мы же едем через населенные пункты, везде есть еда, магазины. Ничем не шуршим, ничего не это. Мусор, если у нас скапливается возле магазинов, ну, короче, мусорку выкидываем в баки. Удобная тема, между прочим. Я думаю, и лишний денег не тратишь, и само по себе, когда у тебя что-то лежит, тебе что-то, ну, это может хотеться, а тут у тебя ничего нету. Ладно, да и мы себя за последнее время, конечно, приучили к этому, что без перекусов ездить. То есть, грубо говоря, мы там один раз в день едим, ну, нормально. Ну, хотя вчера, блин, весь день ели ягоды.
Организм прочистили, будь здоров. Да, еще тарелки. 21 века написано. Снова круговое. Нам прямо получается. 70 там камера у нас. Трактора продают. Туалет, кафе, гостиница, столовая. Это что у нас? Техцентр. Заправка Роснефть. Что за красный 95 у них, интересно? 55-15. Прям красным выделен. Стояночки, техмастерские. Река Средняя Челбаска. Снова круговое движение. Налево Челбасская, направо Каневская, прямо Тимошевская. Вот, кстати, в 2020 году мы из Каневской приехали оттуда, справа. Сейчас на Тимошев сразу поедем, потому что навигатор по километражу получает, ну, показывает больше, на 20 километров. И по времени дальше. Проедем прямо. Тоже круговое движение красивое. Так, у нас главное. Нам уступают дорогу. Ну, кому интересно вот эта дорога, то альбом, поездка в Крым, 20 год, обратно ехали там. Можете посмотреть. А если мне напомните, когда я домой приеду, то я сюда закину альбом в описание под видео. Ссылочку на него, вернее. Ну, на видео, не альбом. Принял ваше пожелание насчет звука. В плане того, когда Ралина что-то зачитывает, что тихо слышно. Ну, буду искать микрофоны. Я уже просто потратился на 2 микрофона. Оба не подошли к машине. Потому что в машине есть вот такие какие-то низкие вибрации, которые многие микрофоны ловят. Притом микрофон-то не такой дешевый я покупал. Ну, один в районе 2, другой 3000. В итоге один у меня остался, я им снимаю авто СНЗ про машины на улице. Вот на улице нормально. В машине, когда едешь, такие низы и заглушают звук, когда говоришь. Так бы, конечно, идеально было бы выбрать какой-то микрофон либо на шнуре, либо на блютусе, чтобы я в телефон его воткнул, да, через переходник, и он был закреплен у Ралины и у меня. Это идеально, да. Буду искать, я пока не очень понимаю, что мне надо найти, потому что, блин, они характеристики не полно пишут в этих Алиэкспресс и так далее. То есть, может, кто с опытом подскажет, как под машину микрофон подобрать, потому что это не просто так. Либо ты на улицу берешь, либо в машину, это разные вещи, свои нюансы. Не, по стоимости, конечно, мне Ритмикс посоветовали, блин, но он 10 с лишним стоит. Учитывая, что мне и так тут ничего не окупается закрытием ютуба, то, конечно, ну и потратив денежки на отдых, на поездку, пока неохота финансовые средства эти выделять на это. Притом, видите, я не знаю четко, будет это работать или нет. Поэтому, кто вдруг знает и даст совет, буду очень благодарен. Спасибо заранее. Уже опять плохая погода наплевывается. Спереди, видите, тучи. Дорожка поменялась на более хорошую. Хотя и та неплохая была. Ну, это просто более новая. Брюховецкий район, по-моему, так, если не ошибаюсь.
Юлечка, давай уходи в сторону куда-нибудь, а. Нам надо, чтобы температура больше 20 градусов была, море нагревалось. А оно сейчас остывает. Объехали Брюховецкое, слава Кубани. Дорога, видите, вот такая вот раздельненькая, интересная. Ровная, главное ровная. Хотя уже не раздельная, кончилась. Вчера началась, только вот продают ли на ней что-нибудь? Арбуза уже сейчас нет, винограда нет. Да, просто. Хотя нет, там что-то есть. Надо будет посмотреть потом дальше. Еще появится. Тимошевский район заезжаем. Всем привет. Сказал, но на этой трассе куча камер, которые питаются от солнечных батарей. Тут лучше не превышать. Заезжаем в Тимошевск. Всем привет отсюда. Блин, Газпром заправка. Газпром нефть тут не вижу. Ну ладно. Я не знаю, как он поведет. В объездную или через сам Тимошевск. А есть ли объездная, да? Походу нет. Ну скорее всего через Тимошевск. Тут чуть дорога перекрыта. Одна. Ну, едем, увидим. Так, круговое движение нам прямо. Мы на главной. Направо это промзона. Показывал, что там можно проехать на 2 минуты дольше. Видим черный куда-то. Ну труба что-то, не труба, фиг поймешь. Небо, к сожалению, затянуло тучами. 17 градусов сейчас. С Тимошевск съехали, еще раз всем привет. Церковь впереди. 2 штуки. Порт на Кавказ. Нам показывает направо. Сейчас типа не сезон, и, видимо, поэтому в Тимошевске пробки нету. Обычно раньше там пробка была. Здесь всегда. Черт. Тут недавно, похоже, дождь большой прошел, лужи стоят везде. Главное, асфальт сухой, но лужи на обочине. Спортивный комплекс Олимпия. За домик стоит здесь. Хлеб, богатство Родины. Пекарня, что ли, была маленькая. Гостиница Тизори. Справа пятерочка. Тут рынок. Фруктово-овощная. Так, нам налево. Успеем. Значит, там долго КамАЗ, потому что эти... Так, ну все, прямо 48 километров до кругового. До местного назначения 168 километров. Тимошевск, пока-пока.